Здравствуйте, дорогие девы! Для вас гадание. Гадание, увы и ах, уже на июль 2023 года. Что сказать про июль в целом? Неплохо, я тут подумала, неплохо было бы поговорить про ваш гороскоп. Ну, как, в общем, про гороскопы всех знаков. Но это в следующий раз. Сегодня только карты. Карты Таро расскажут, предскажут вам вашу судьбу. Самое главное, дадут какие-то советы, от чего-то предупредят, может быть, а может быть и нет. И смотрите и слушайте, задавайте картам ваши вопросы. Я начинаю со старших арканов. По традиции из этой колоды, по разным причинам, нет, только по одной. Убираю часть карт, напишите в комментариях, если вы знаете, уже знаете, почему я это делаю, или, может быть, это могут быть какие-то ваши догадки. Оставшиеся карты участвуют в гадании. Нам их, поверьте, хватит. Итак, старший аркан. Карта без привязки к масти, то есть без привязки к какой-то конкретной области вашей жизни. Старший аркан опишет общую температуру месяца, общие направления, общие какие-то настроения июля. Ну, естественно, такой совет, какими вам быть в это время, какими не быть, от чего отказаться, к чему устремиться и так далее. Да? Одна карта нам нужна, вы готовы? Ну, такое. Башня называется, и она имеет очень неоднозначную репутацию. Вообще в теории, в истории гаданий, потому что называется эта карта, то есть если одним словом нужно, то это карта разрушения. И действительно она часто, может быть не всегда, но часто обещает определенное разрушение, да, вашей жизни. То есть говорит о том, что из вашей жизни что-то навсегда уйдет безвозвратно, неожиданно и противоестественно. А вы всему этому не сможете противостоять, вы ничего из этого не сможете унести, не сможете спасти. То есть башня, конечно, человека или судьбу, или жизнь обирает, ну то есть вот обкрадывает, она не добавляет. Ее задача именно вот сцапать у вас, что-то забрать. Ну, как правило, все просто. Забрать, например, хорошую работу, потому что компанию закрывают, или забрать какие-то деньги, ваши сбережения, потому что нерадивому брокеру доверили управление. Ну, то есть настроение, которое задает башня, сильно волнительное и сильно тревожное. А совет у нее, у этой карты, только один. Не пытайтесь противостоять переменам. То, что совершенно несправедливо врываются в вашу жизнь, какие-то вихри хаоса. Это все по судьбе, по крайней мере, вашего выбора в этом нету. И башня никого не любит на самом деле, но более или менее лояльно она относится к людям, к тем, кто слушается рок и не пытается ему противостоять. Для кого башня может быть хороша? Ну, естественно, если вы имеете в жизни что-то лишнее, обременительное, и вам надо, чтобы налетел волшебный ураган. И это лишнее, лишнюю ответственность, лишние какие-то задачи, лишние мысли, несвободу, отношения с людьми. Вам нужно, чтобы какой-то волшебный вихрь, вы сами не можете от этого отказаться, бросить. Ну, по каким-то причинам мы вообще люди все трудно все бросаем. И трудно совсем расстаемся. И вот вам нужна эта сила, которая это все заберет, унесет. То есть башня — это еще и чистка великая. То есть она чистит, даже если у вас с башней какая-то дружба всей жизни, там 20-летняя, закончится, то это тоже все равно расцениваете как чистку. То, что вы от чего надо было давно избавиться, но никак вы сами не решались. То есть башня — это как, знаете, как пока вас не было дома, мама ворвалась в вашу комнату, и все ваши и убралась там, понимаете, да, вы вернулись, а там никаких ваших любимых фантиков под кроватью нету уже.
Вот башня, она такая. Общий совет, да, покориться року, это будет наилучший. Башня, почему ее еще не любят, в чем драматизм карты? В том, что она полностью отрицает ваш выбор. То есть карта говорит, вы ничего не выбираете, все выбирает за вас судьба, высшие силы, ну и, соответственно, другие люди, как это всегда бывает. Так, про работу конкретно. И да, это карта башни, которая вам только что выпала, мы про нее говорим. Может описывать события в любой абсолютно области вашей жизни и в любовной тоже, какой-то романтической. Так, ну начинаем с работы. 2 карты расскажут нам про работу. 1, 2. Карты не крупные, поэтому я не скажу, что здесь прямо какие-то судьбоносные перемены девы имеют. Одна про время говорит, другая про интригу. То есть это внезапные трудности, которые у вас на работе, не пугайтесь, возникают. То есть с такими картами, скорее всего, в общем и целом вы хорошо поработаете, хорошо заработаете, хорошо выучитесь, может быть, справитесь с новыми задачами какими-то даже на работе. Неожиданные трудности, связанные с людьми, скорее, здесь есть какая-то неискренность, недомолвки, недоговоренность какая-то. Здесь, может быть, есть интриги, иногда прямая, но очень такая сокрытая, очень-очень спрятанная ложь есть. И вдруг неожиданно это для вас открывается. Ну, пусть это будет самой большой бедой для вас. Ладно, простим. А вот с этими картами, например, вы неожиданно узнаете, выходите, например, на новую работу, и уже когда вышли, подписали приказ, вы вдруг узнаете какие-то тайны, какие-то вещи, то, что новый работодатель от вас утаил, например, про зарплату, что там зарплата вот такая, ну вот она как-то вот по-другому считается, например. Вот. Это вряд ли это поменяет ход событий, вряд ли это какими-то фатальными вещами для вас обернется. Но вы буквально случайно, очень быстро получаете новости, ошеломляющие новости о чьей-то лжи, неверности, о чьих-то интригах, о чьих-то хитростях и таких вот, в общем, не смертельно опасных, но просто о неприятных делах. Интересно, что эти же карты советуют девам плохое. То есть вы сами тоже, особенно когда почувствуете, что кто-то не договаривает вам и от вас что-то скрывает, когда это почувствуете, да, вы тоже попробуйте, постарайтесь ходить к своим целям не прямым путем. Да? То есть бей врага его же оружием, проще говоря. Если кто-то интригует против вас, интригуйте против него. Господи, все просто в мире устроено. Не опять же говорю, что это карты не крупные, но будет хуже, если человечек здесь такой, который вот буквально не оправдал ваше доверие. Если вот речь идет про коллегу какого-то или про начальника, на которого вы молились, верили, как в икону, да, вот. А тут оказывается, что, так можно было. Ну, в общем, не слишком крупные откровения, но все-таки вас ждут. И самое главное, вот заслуживает внимания, это такой совет, да. То есть даже если вам нужно на работе, в бизнесе чего-то достичь, то попробуйте хитростью это. Во-первых, быстро нужно делать, торопиться очень. И хитростью. Такую, может быть, новую работу, новые должности вы можете отхватить, если там чуть-чуть приврете в резюме, например. И такой совет, да, если что, я вам этого, конечно, не говорю. Про деньги, классика. Про деньги классические карты Райдера и Уайта расскажут вам, какая у вас финансовая картина, дорогие девы. Самое главное, да, дева, может быть, даже по тайм-коду выбирают раздел «Деньги», все остальное не смотрят, да? Я вас поддерживаю, тоже так делаю. Опять
Опять семерка мечей. Похоже, что вот эта вот странная история с враньем и интриганством на работе у вас все-таки дотягивается до вашего кошелька и как-то влияет на доходы или на расходную часть, ну, в общем, на вашу денежную жизнь. То есть, смотрите, опять та же самая карта, другая колода. То есть обман в деньгах, какие-то обходные пути, люди к вам, к вашим деньгам, кто-то подкрадывается очень запутанными коридорами, там через лабиринт какой-то многоэтажный, многоходовочки, да. Вот когда нам нужно многоходовую, ходовую, да, интригу придумать, это вот будет семерка мечей. Ну, то что, представьте, что вероятность вот такого попадания, что из 4 карт 2 одинаковые, она математически очень-очень мала, поэтому колода сигнализирует. Вы должны сейчас вообразить даже звук сирены какой-то такой, звук небесной трубы. Будьте внимательны. Будьте внимательны, кто-то неискренний, нечестный, непрямой рядом с вами на работе и в ваших деньгах. Вот это вот важно. Опять же скажу, карты не крупные. То есть это, ну, не разорит вас прям напрочь. Хотя башня выпадала. Дайте подумать. Ну ладно, может и разорит. А вот посмотрите, семерка и шестерка мечей. То есть это только одно значение есть у этой пары. Это хитрый выход из какой-то ситуации. Вот если у вас есть, во-первых, ситуация должна быть, чтобы из нее выход искать или находить. Да? А ваша денежная ситуация сейчас. Продаете вы что-то или покупаете. Спасаетесь от кредиторов или наоборот гоняетесь за должниками. Хотите решить, в принципе, например, глобально историю, где брать деньги и как их правильно тратить. То есть вот то, что в жизни и в деньгах у вас, вы можете смело назвать ситуация с большой буквы «С». Есть у вас такая? И вот в этом июле находится выход из этой ситуации. Выход хитрый, не такой, как вы хотели, отчасти вынужденный, под давлением обстоятельств, но все-таки это побег на волю, это такое... Это все-таки какая-то свобода, и это все-таки какие-то новые горизонты. Хотя считается, что с вот этими мелкими мечами ситуативно в моменте настроение бывает плохое. То есть, знаете, вот для примера вам скажу, если у кого-то не получается заработать по месту жительства и приходится ехать, например, на заработки в другой город или в другую страну, причем семерка мечей с подложенными, не вполне официальными документами. И вы получаете дорогу, большие перемены в жизни, вы к этому не готовы, вы туда не стремились, но ваш очевидный затяжной тупик с деньгами, с безработицей все равно как-то решился. Понимаете, вы этого не хотели никак. То есть в целом, да, такие карты могут описывать и выход на работу, на которую вы не хотели. Как-то вы ходите, скрипя сердцем, но все равно других вариантов не было. То есть вот эта шестерка мечей всегда описывает такую дорогу, какой-то выход, устремление, но в отсутствии, полном отсутствии альтернативы, полном. То есть некуда было больше деваться. Да? Это точно так же и, собственно, покидание работы тоже может быть, если у вас там как-то это затянулось. Почему я говорю про работу? Потому что, в первую очередь, да, гадаем на деньги. Для большинства людей это все-таки деньги, это зарплата. Поэтому, хотя здесь выход может быть и из судебного спора для вас, да, то есть, видите, какой-то хитрый, кабальный, но все-таки выход из спора, например, подписание мирового соглашения, с которым вы вообще в глубине души вообще не согласны, но зато все, теперь можно выдохнуть, больше там не судиться, не платить адвокатам и так далее. То есть вот такая вот история, что такие карты вам советуют подчиниться року. Так уж сложилось, да, мы с этого начали, карта башни, и здесь опять в денежных делах, простите,
там вам Вселенная открывает какую-то дверцу, вы в нее ступаете и не оглядываетесь вокруг, другую все равно не найдете, не нащупаете. Нет ее. Все закрыты другие пока. Теперь про любовь. Ну, посмотрим. Июль продолжаю я настаивать, провозглашаю месяцем крайне романтичным. Он отпускной, морской. Да, морской, нежный, звездный. В общем, на любовь надо обратить внимание, если у вас есть такие еще планы. Про любовь. Раз. Очень хорошо, кстати. И два. Для девы. Ого! Ваши любовные дела, сердечные, тоже решатся, так же, как и денежные. То есть вы получаете как бы попадание в ворота по двум темам, аж по двум вопросам. Но любовные дела решатся совсем не так, как денежные. Денежные хитро и временно, да? А любовные дела, в любовных делах вас ждет прям-таки победа и триумф. Здесь есть предложение. Предложение часто буквальное. Я это по опыту личных персональных гаданий знаю, что этот туз мечей – это предложение о браке, самый настоящий. Когда вас замуж зовут, там предлагают руку и сердце, тут справа скрипач, слева устрица, не знаю, ну, вот так, вот какая-то такая история, то есть предложение о браке. И очень характерно, что здесь императрица рядом, то есть императрица – это вообще самая женская карта в колоде. То есть это такое средоточие, это такой клубок, шаровая молния, сплошь состоящая из вот женской такой вот энергии. Все, что касается женской жизни, от красоты, маникюра до родов, например, да, вот этим всем заведует императрица. Соответственно, в ее видение попадают и вопросы смены женского статуса. Девушка была холостая, вышла замуж, стала жена чья-то. Или девушка была бездетная, тут забеременела, и, значит, будет там будущая мама из нее какая-то получается, понимаете? То есть императрица описывает вот эти вот переходные моменты от ну, перемены в женской жизни. Давайте так это начнем. То есть эта карта очень хорошая вообще для всех вас, в принципе, потому что она предусматривает, обещает и женское здоровье, и разрешение, ну, просто, знаете, каких-то вот текущих женских проблем, связанных, опять же, и с внешностью, и с гардеробом, и с имиджем, и косметолога, если вы хорошего не можете найти, и, в общем, вот все. И она при этом включает еще и, знаете, такой очень большой любовный потенциал. То есть идет прям, это и приход большого чувства, и новое знакомство, и возможность реализоваться как женщина. Знаете, есть такое выражение, которое не всегда понятно, что значит. Иногда его используют, говорят, например, с ним, вот мне тоже часто приходится слышать это, когда я людям гадаю, девочки говорят, вот с ним с одним я почувствовала себя женщиной. То есть тут наполнение у каждого свое. Тут объективно ты не опишешь, что это значит. Вот эта вот императрица, это именно вот это ощущение, почувствовать себя женщиной. Конечно, когда вас замуж зовут, там какое-то кольцо протягивают, это апофеоз, да, вот именно во всех фильмах есть эта сцена, да, про любовь, любовных. То есть это именно момент, когда вы чувствуете себя женщиной. Но на самом деле это ощущение может реализоваться по-другому и в каких-то других ситуациях. То есть вам судьба дает какой-то женский шанс, женскую возможность. И этим шансом обязательно нужно воспользоваться. Карты срочные, быстрые и щедрые. Туз мечей – это всегда про время. То есть это быстрое решение проблем, быстрое созревание ситуации. И вам тоже реагировать нужно быстро. Ну что ж, я желаю вам, дорогие девы, теплого, успешного, сердечного, милого июля. Уверена, что все так и будет, а мы с вами еще увидимся.